Я сказал, необходимо принимать препараты гиалуроновой кислоты. Попалась недавно очень интересная статья. Эта статья такая, она, мне кажется, должна создать революцию или будет, скорее всего, революционной. Статья французского физиолога. Я не могу вспомнить фамилию, я не готовился. В этой статье обсуждается такой вопрос, который очень беспокоит. Вы знаете, в большинстве своем на сегодняшний день широко в ходе соблюдения лечебных протоколов различных заболеваний, особенно в случае, если есть аутоиммунные заболевания, очень широко используются, ну и не только, широко используются глюкокортикостероиды. То есть используются препараты, такие как, допустим, мидрол или преднизолон. И они проводили исследования, какие у него были идеи. Он подумал, могут ли препараты глюкокортикостероиды, к которым относится гидрокортизон, которые используются конкретно в его случае, использовались в ходе лечения с одной стороны псориаза, кожных заболеваний, и с другой стороны ревматоидного артрита, при котором пациент получал в определенной дозировке препараты преднизолона, а также при астматических заболеваниях. Вот у него была группа людей, которые болели астмой, которые принимали, ну, не помню я, по-моему, сальбутамол в какой-то дозировке, что тоже фактически является глюкокортикостероидом, кортикоидами. И его идея, она заключалась вот в чем. Насколько важно для человека использовать глюкокортикостероид надпочечников, коры надпочечников. И он как бы подумал, или у него появилась гипотеза, можно ли это заменить таким же гормоном, который выделяется надпочечниками, который называется гиалуроновая кислота. И собрал группу людей и начал применять гиалуроновую кислоту. И оказалось, что в большинстве своем реакция человека на применение гиалуроновой кислоты в дальнейшем помогала заменить применение гидрокортизона. Таким образом, это создало где-то гипотезу такую. Почему? Потому что считалось до этого, что применение только гидрокортизона может помочь справиться с такими заболеваниями. И у него очень хорошие результаты. Они, конечно, не всегда показательные, но он говорит, дополнительно интересно было бы это рассматривать. Сейчас, видимо, они будут как бы использовать клинические какие-то испытания и так далее. Пробуют увеличивать или пробуют разрабатывать там большую дозировку гиалуроновой кислоты и так далее. Его вывод такой. Он говорит, что как бы это ни странно звучало, использование гиалуроновой кислоты и использование гидрокортизона является, или кортикостероидов, является фактически немного одинаковым, имеет немного одинаковый процесс. И он говорит, видимо, это связано с тем, что это все равно является гормоном коры надпочечников, и таким образом происходит вот. Также он там очень много говорит о том, что очень помогает мазь гиалуроновая, и применяя, допустим, мазь с гидрокортизоном гормональную при псориазе, были хорошие результаты. И вторая группа была, особенно там невзрослых людей, где применяли мазь вместо гормональной, использовали мазь из гиалуроновой кислоты. И вот он говорит, что эффект был аналогичный. То есть в большинстве своем в группе, где состояли там по 500 человек, в группах, ну, не реагировали на мазь гиалуроновой кислоты только люди, у которых была там небольшая аллергия на саму гиалуроновую кислоту. А в большинстве своем организм реагировал.